Друзья, приветствую вас. Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие данные вышли по SOT FTSE, а также какие позиции на форте во фьючерсах на российском фондовом рынке. Так, друзья, во-первых, продолжается пока еще рост числа активных буровых установок. Их выросло на 4 штуки, уже около 300. Ранее я обращал внимание, что цифра 300, она здесь будет некой рэперной точкой. Нефть приблизилась к 60 долларам за баррель, нефть Brent. Соответственно, то есть целесообразность добычи нефти в Соединенных Штатах возрастает. Но данная ситуация по нефти, она сейчас очень сильно зависит от дальнейшего движения американской мировой экономики. В целом, вполне справедливо допускают, что по нефти возможен ценовой отскок вплоть до движения на 100-107 долларов за баррель по Бренту. Такое вполне возможно. Это даже возможно в этом либо в следующем году. Но надо понимать, что эта ситуация, она скорее всего будет недолгосрочной. Потому что так или иначе все равно идет постепенный переход на зеленую энергетику. И постепенно ситуация с нефтью будет приводить к тому, что на нее спрос будет снижаться. Конечно, какое-то количество нефти в обозримом будущем, там даже на протяжении десятков и сотен лет, оно все равно будет потребляться. Нефть необходима для производства пластмассы, нефтехимии. Но как ресурс ископаемый, она уже прошла точку перелома. То есть на нее спрос в связи с использованием в качестве ископаемого топлива будет только снижаться. И кроме того, в текущей ситуации, я полагаю, мы для настоящего положения дел в экономике подошли к некой максимальной точке цены на нефть. То есть сейчас по-хорошему нужен коррекционный откат. И дальше, исходя из той ситуации экономики, которая будет после прохождения этого отката, будет развиваться дальнейший рост цены на нефть. Ну и в текущих реалиях 300 плюс-минус это ключевой такой параметр, 300 активных буровых установок, то, что считает Бейкер Хьюз. Так, далее давайте перейдем к сотам. Соты на этой неделе вышли немножко такие напрягающие. Там я ряд параметров перепроверял по нефти, по золоту и так далее. Но смотрите, действительно, текущая картина указывает на то, что лонговые позиции, нон-коммерсы, или, проще говоря, спекулянты начинают срезать. Это происходит и в алюминии, это происходит и в меди. То есть такие тенденции, они говорят о том, что в сырье, которое активно используется при восстановлении экономики, в него ставку снижают. И, наконец, то, что касается нефти. Здесь произошло снижение лонгов, оно произошло не такое большое, с 505 тысяч до 500 тысяч. Но тут все в пределах консолидации, все в пределах флуктуации, которая идет на достигнутых значениях. Но примечательно то, что вот такая ситуация, небольшое снижение, либо где-то болтание на верхах, то есть отсутствие дальнейшего ухода, она присуща большинству активов, практически всем. Сейчас мы посмотрим дальше. Так, если смотреть график позиций нон-коммерсов по нефти SOT FTSE, то здесь получается эта форма движения на текущий момент, она такова, что здесь уже назрела нисходящая траектория движения в район 350-300 тысяч. Если сейчас этот тренд подтвердится, то мы увидим просадку нефтяных цен. Но и на секундочку, возвращаясь к меди, здесь ситуация схожа, даже она более такая показательная, то есть достигнуты максимальные значения в лонговых позициях, и от них отсюда развивается постепенно откат. То есть здесь прошли определенный максимум, и сейчас, судя по всему, здесь будет развиваться снижение лонговых позиций. Но снижение лонговых позиций – это снижение цены. Так, далее по золоту. По золоту, кстати, несмотря на провал, особенно сильно лонги не срезали. Было 257 тысяч, осталось 257 тысяч. То есть, как видите, никто особо пока по золоту позу не разгружает. Хотя движения по золоту могут быть очень резкие. Мы с вами видели на этой неделе, как произошел внезапно провал.
Здесь, я полагаю, вот этот провал, который мы видели по золоту, он во многом был обусловлен движением в долларе, потому что они как бы в противофазе, индекс доллара и крепость доллара и золота. Ну и таким образом текущее изменение в сотых по золоту предполагает, что на предстоящей неделе мы увидим консолидацию, проторговку в золоте. Так, далее NASDAQ. Вот, кстати, по NASDAQ значительно порезали лонги. С 40 тысяч спустились до 30 тысяч. Это говорит о том, что спекулянты начинают разгружать лонги. Соответственно, они ожидают начала коррекционного отката в фанмаге американском. Так, но по природному газу наоборот идет рост лонговых позиций. Это, в общем-то, может послужить поддержкой для Газпрома, для Новатэка, несмотря на все там политизированные истории, которые сейчас происходят. Далее S&P. Спекулянты увеличивают шорты по S&P. Мы на этой неделе видели, в общем-то, новый исторический максимум по S&P. И, наверное, как бы определенное количество спекулянтов было принесено в жертву этого движения. Однако, как вы видите, упорство только нарастает. Спекулянты, нон-коммерсы делают ставку на то, что S&P развернется и пойдет вниз. Так, далее по серебру. По серебру лонги сократили с 54,5 до 51,5 тысяч. Сократили даже сильнее по золоту, но с моей точки зрения все-таки по серебру ситуация более устойчива, чем по золоту. В дальнейшем отдельно там каждый день мы будем рассматривать и золото, и серебро, и предполагаемые движения по этим активам. Здесь обращаю внимание, что американские спекулянты сделали ставку на то, что серебро будет проседать на предстоящей неделе. Но с моей точки зрения здесь все-таки наиболее вероятно движение в боковике и по золоту, и по серебру. Так, ну соевые бобы мы не будем рассматривать, это экзотика. Пшеница по пшенице, так, пшеницу давайте тоже не будем, потому что это, в общем-то, больше с моей точки зрения, то, что связано с сельхозсырьем, имеет отношение к макроэкономике и к состоянию потребительского рынка. Как бы в силу ликвидности я вот всеми этими вопросами не занимаюсь для торговли. Так, по канадскому доллару нарастили лонги, ожидают рост канадского доллара против американского. По иене боковик, здесь почти изменений никаких нету, в районе 45 тысяч лонгов колеблется. По рублю, вот смотрите, по рублю что здесь примечательно, сейчас откроем график. Вот то, что касается рубля, здесь примечательно то, что мы пересекли нулевую линию. Вот когда происходит пересечение нулевой линии, очень часто здесь зарождается движение. Вот, и поэтому в ближайшее время, если не будет отката и затягивания наверх, то, по-видимому, вот эти ожидания спекулянтов, они связаны с тем, что рубль будет проседать. На текущей неделе, если какой-то трешак не случится, пока нету оснований для этого, но тем не менее американские спекулянты, точнее то, что от них осталось в рубле, делают ставку, продолжают делать на то, что рубль к доллару будет ослабевать. Вот. Ну, сейчас, как вы сами видите, при такой нефти здесь, в общем-то, все карты в руки рублю. Если нефть около 60, в диапазоне 58-60 остается на предстоящей неделе, и при этом не раздражаются геополитические риски, то вот для этой ставки я не вижу оснований. Рубль будет достаточно устойчиво чувствовать себя и даже, возможно, укрепляться, продолжать. Вот. Здесь ключевой момент – это геополитические риски. Так, ну и вот по евро-доллару произошло значительное снижение лонгов со 165 тысяч, нон-коммерсы срезали до 137 тысяч. То есть в евро перестают верить и сейчас делают ставку на то, что евро к доллару будет ослабляться. Вот. Но здесь на самом деле для полноценного снижения необходим еще один пик движения на 200, и потом уже можно падать. Вот. Пока с учетом текущих реалий не до конца ясно, будет или нет вот это следующее движение на 200 тысяч, после которого начнется ощутимая разгрузка лонгов, и, соответственно, у евро не будет с этой стороны сдерживающего фактора. Вот. Конечно, это далеко не единственный фактор, который влияет на соотношение
стоимости евро в долларах США. Там есть более существенные факторы. Это всего лишь один из индикаторов, который указывает на то, что происходит. Вот. На текущую ситуацию в большей степени влияет тот фактор, что американская экономика, она восстанавливается несколько быстрее, чем европейская. Там есть свои проблемы, но в целом по большинству показателей Америка чувствует себя более уверенно. Итак, друзья, по евро-доллару нон-коммерсы или спекулянты делают ставку на то, что евро к доллару на предстоящей неделе будет ослабляться. Так, друзья, давайте рассмотрим, что нас ожидает в понедельник на Московской фондовой бирже, какие позиции у юридических и физических лиц во фьючерсах. Так, фьючерс на индекс РТС. У юридических лиц уверенная ставка на продолжение роста фьючерса РТС. У физиков огромное количество шортов по фьючерсу. И, в общем-то, вот эти физики, они выгорают и являются топливом для роста. Если переходить на график, дневной таймфрейм, фьючерс РТС, то здесь цель движения находится в районе 150 тысяч. То есть повторение вот этого успеха, который ранее был достигнут. Опять же, для того, чтобы это движение произошло, необходимо как минимум сохранение нефти на текущих значениях и отсутствие разворачивания геополитических рисков. Но даже при текущей нефти высока вероятность того, что фьючерс РТС на предстоящей неделе совершит вот это движение в район 150 тысяч. Какие есть для этого основания? Для этого вот эти вот есть основания, короткие позиции у физических лиц, которых значительно больше, чем длинных. В данном инструменте это, в общем-то, служит достаточно хорошим драйвером. Итак, на понедельник ожидается продолжение роста фьючерса на индекс РТС, но обращаю внимание, здесь есть корреляция с высокой степенью выполнения. Она не всегда срабатывает 100%. И еще надо будет в понедельник с утра посмотреть, какая ситуация, как торгуется Китай, как другие площадки начали торговаться. И исходя из этого уже будет более ясна картина. Так, друзья, далее Сбербанк. По Сбербанку делают ставку на очень уверенный рост Сбербанка. Многие инвестдома, там Финам, там, по-моему, БКС, еще кто-то дали прогноз о том, что 292 рубля по акциям Сбербанка в ближайшее время будет достигнуто. Вполне такое может быть уже на предстоящей неделе. Вот, в понедельник здесь ставка на то, что рост Сбербанка продолжится. Так, но если мы посмотрим график, который любезно предоставляет сайт Московской биржи, дневной таймфрейм, у нас получается цель движения чуть выше 280, ну там в районе 282. 292 тоже есть определенные цели, даже я бы сказал так, потестить вот этот перехай 296, по-моему. Вот. Вообще Сбербанк, в том случае, если не раскрываются геополитические риски, если не падает нефть, это, наверное, бумага, которая, несмотря на то, что он очень серьезно вырос, он может задать жару еще. Но здесь видите, какая есть препона. Длинные позиции физических лиц. То есть их нужно периодически вытряхивать, и после этого можно толкать уже наверх. Вот. Юрики здесь делают ставку на шорт, если рассматривать среднесрочный период. Но здесь данная ставка, с моей точки зрения, она обусловлена тем, что для того, чтобы открыть длинные позиции физикам, кто-то в ответку должен открыть короткую позицию. Вот. И поэтому здесь фундаментально у Сбербанка есть все основания для роста, если не разражается кризис огромный. Потому что это Сбербанк, это весь американский фанмаг в суровых российских реалиях получается. Вот, и поэтому, конечно, его будут наверх толкать при любой возможности и заходе капитала. Вот, и поэтому здесь, да, у юриков у них достаточно большое количество шортов открыто, в 2 раза больше, чем лонгов. Но, наверное, то, что касается Сбербанка, здесь эта ставка, она связана с компенсацией того, что физики открывают лонговые позиции. То есть физиков будут вытряхивать, но в целом, я думаю, все равно Сбербанк, если рынок растет или остается на текущих значениях, его могут достаточно ощутимо даже за 300 вытолкать наверх уже в этом году. Опять же, подчеркиваю, если не будет никакого трэша, никакого обвала. Вот. Но в апреле он, с моей точки зрения, может прийти.
Итак, то, что касается понедельника по Сбербанку, здесь ставка на уверенный рост. Возможно, даже в понедельник, во вторник его затолкают на 282. Друзья, обращаю внимание, что это корреляционная зависимость. Это не значит, что его можно в понедельник с утра купить, и он железно будет 282. Вероятность достаточно высокая, но это фондовый рынок, он к цели идет порой весьма причудливыми путями. Так, друзья, далее Газпром. По Газпрому юрики делают ставку на боковик. У физиков значительное количество лонгов. Ну и действительно, как бы Газпром, ВТБ и Русгидро, это, скажем так, такие бумаги ключевые. Ну еще можно взять Мечел, но Мечел, у него отдельная история. Его, наверное, все-таки и в силу его размеров, и в силу его предыстории, в силу его ликвидности к этим компаниям, наверное, не надо прикладывать. А вот то, что касается малейших оснований для роста и существенное движение наверх последует, это как раз именно Газпром, ВТБ и Русгидро. Вот с моей точки зрения, эти акции, которые недооценены, они и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе могут очень сильно вырасти. Да, по Газпрому там масса проблем. Это и раздутый капекс, это и проблема с Северным потоком-2, и политические риски, но тем не менее здесь есть сжатая пружина. Так, друзья, ну давайте вот бегло посмотрим дневной таймфрейм по Газпрому. Здесь, здесь ситуация 230, с вероятностью, наверное, 80%, 85% в самое ближайшее время. Вот его как сюда дотолкают, там уже будет определенность, либо пробой и, соответственно, уход на 252, либо здесь у нас возникает отбой, и мы начинаем колебаться. На самом деле, вот сейчас в текущих реалиях Газпром пока уверенно 208,5 не пробил. Он достаточно интересный инструмент именно на рост, с моей точки зрения, субъективный. Так, друзья, далее Гамак, Норильский никель. Смотрите, здесь юрики делают суровую ставку на рост. Режут шорты. Вот эта вся предыстория со штрафом. Я, конечно, был убежден. Вот, кстати, в Телеграм я ее постил, новость, когда вышла. Вот тоже еще. Я, конечно, был убежден, что там договорятся на 70-80 миллиардов. То есть где-то в районе 1 миллиарда долларов. Вот. Но суровые реалии в части наполнения бюджета и необходимости различных затрат со стороны государства, они, видимо, толкают к тому, чтобы вот этот сценарий его реализовать. Почему? Я думаю, там особого не будет сейчас успеха при апелляции, потому что там уже и губернатор начал выступать, что сумма даже 146 миллиардов достаточно небольшая. То есть, сейчас просто идет, судя по всему, игра, в которой стремятся дать понять, что не стоит здесь особо на этом заострять внимание, надо просто деньги эти заплатить за экологический ущерб и вопрос закрыть. Так, вот он, дневной график по Норильскому никелю. Здесь у нас в связи с решением суда вот такая просадочка возникла. Юрики уже сделали ставку на отбой. Вот. И вполне вероятно, что если в понедельник мы открываемся более или менее позитивно, Китай никаких сюрпризов не преподнесет, и нефть с палладием не начнут сыпаться, то мы от 25 500 отобьемся, и, наверное, уже в понедельник, возможно, будет цель движения 26 500. Обращаю внимание, что если 25 тысяч будет все-таки пробито уверенно, то здесь есть определенный уровень, в данном случае он 23 500. Там есть и другие уровни, чем примечателен 23 500. 23 500 это скорректированное значение с учетом изменения стоимости индекса ММВБ и с учетом изменения стоимости палладия. То есть вот это та цена фундаментальная, которая в текущих реалиях может в случае негативного развития сценария прийти стоимость акций ГМК, но которая, скорее всего, выступит железной поддержкой. Так, друзья, далее доллар-рубль, сишка. Но здесь смотрите, физики сидят по самой не балуйся в лонгах доллара. На понедельник юрики делают ставку на то, что рубль будет укрепляться к доллару. Вот здесь вот это движение, оно
ну, с высокой степенью вероятности показывает, что, наверное, какое-то движение вниз на укрепление рубля будет. Вот. Тут все зависит от нефти и от того, как будет открываться торговая площадка. Здесь действительно возможно повторение сценария в пятницу, когда с утра либо сразу пойдет движение вниз на укрепление рубля, либо будет небольшой задерг, чтобы раздать лонги на рост доллара, и потом как бы пойдет дальнейшее укрепление рубля. Давайте мы по нему возьмем тайм-аут, его более детально в понедельник рассмотрим. Сейчас могу сказать так, что юрики делают ставку на то, что рубль в понедельник будет укрепляться. По крайней мере, какое-то движение будет на этот счет. А евро-рубль. Здесь аналогичная ставка на то, что рубль к евро будет в понедельник укрепляться. А евро-доллар. А здесь вот ставка на то, что евро все-таки отскочит и будет к доллару расти. Но такая ставочка, она слабенькая. Так, а вот в британском фунте интересная картина. Здесь ставка на то, что британский фунт в понедельник отрастет к доллару. Так, далее нефть. Ну, по нефти консолидация на хаях, судя по ставке. И здесь по сокращению шортовых позиций, наверное, будут 60 тестировать и пытаться закрепиться. Серебро. А здесь ставка на то, что будет просадка и движение вниз. Так, а вот как раз по золоту-то зарядили. Пороха насыпали, что золото отскочит и пойдет все-таки, по-видимому, тестировать 1811, а потом 1821. Так, ну 1811 у нас есть, поэтому, наверное, движение будет на 1821 и попытку закрепиться в диапазоне 1821-1831. А природный газ, но здесь, как и по сотам, ставка на рост природного газа. Друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты. Сегодня как-то очень длинно получилось. Вот, поэтому я сейчас постараюсь тайм-коды вставить, чтобы вам было проще ориентироваться. Все, спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube, на мой телеграм-канал. Хороших выходных и всего вам самого лучшего.